Привет. Подустал я после покраски предыдущей статуэтки. Захотелось напечатать что-то простое и в то же время, что можно поставить на полку. Я вообще поклонник еще оригинальной серии. И играл как в первую, так и во вторую. Хотя начинал именно со второй части. А также третью. Точнее, мне удалось когда-то давно раздобыть альфа-версию третьего оригинального Fallout, еще с изометрической камерой, которую начинала создавать Black Islet около 20 лет тому назад. Если вы тоже играли в оригинальный Fallout, ставьте лайк. Потом был Fallout Tactics, интересная игра, но левая, так как сюжет в ней был свой. Ну а потом права на игру купила Bethesda. Эта фигурка ближе к современной серии и отличается от оригинала своей чиби-моделью. После того, как напечатал и на скорую руку обработал химией, решил попробовать новую для себя краску, которая залежалась у меня. Это русская краска для моделистов. Наткнулся на нее в одном магазине и купил пару цветов. Удивился, когда понял, что она отлично подходит для аэрографа. Но не все так хорошо, как кажется. Открыв коробку с палитрой, да, я после того, как опробовал пару баночек, купил палитру, хоть и не полную, но там очень много цветов. Обнаружил резкий запах. Все бутылочки стеклянные, помимо крышечек, что закручиваются, там еще есть и пробки. Так вот, краска на такой лютой дряни замешана, что она даже сквозь пробки выходит и испаряется. 90% всех красок загустила. И если раньше, заливая в аэрограф и крась в удовольствие, то сейчас только кистью. При этом надо еще долго и люто мешать, изображая из себя миксер. После пробы покраски модельки понял, что мой Волтбой наглотался радиации и у него слазит кожа. Краску всю стер ацетоном и продолжил дальше, а точнее с нуля уже обычного акрила. Лицо красить не стал, оно и так бежевое. В первый раз я хотел посмотреть цвет. Нет, телесный для моделистов мне точно не нравится. Возможно, когда она была жидкой, она была нормальной. Кстати, если знаете, чем разводить эту гремучую смесь, напишите, пожалуйста, в комментариях. От стандартных разбавителей она сворачивается. Ацетон, White Spirit не подходит. И еще у нее такой состав, что можно покрасить только в маске. В смысле в маске противогаз. Там чего только нет в составе. И если увлекаясь дышать, то рак печени здравствуй. Внизу Волтбоя надпись рисовать не стал, как и номер на спине. Честно говоря, убежище 111 мне не очень нравится. Ожидал более классического варианта или более экзотического от игры. Да и комбинезон вышел слишком темным. Пишите свои комментарии под видео о том, что вы думаете о фигурке, и подписывайтесь на канал. Канал новый, и любая активность от вас очень поможет в его продвижении. От меня заранее большое спасибо.